Сойка – настоящая красавица среди своего семейства врановых. Ее контрастному оперению могут позавидовать даже знатные представители пернатых. Птица размером с галку весом до 200 грамм отличается равномерным бежевым окрасом со светлым брюшком и крапчатым хохолком на голове, который топорщится в случае тревоги. Перья крыльев черно-белые, так называемые зеркальца, и ярко-голубые, которые пересекают черные полоски. Необычная форма клюва и разрез глаз тоже придают ей шарма. Предполагается, что свое название она получила от старинной формы глагола «сиять», которому обязана своими красивыми пестрыми крыльями и живым нравом. Распространена почти по всей Европе, в Северной Африке, Малой Азии, на Кавказе, в Крыму, в Северном Иране, южной части Сибири, на Сахалине, в Корее, Китае и Японии. В наших краях ведет кочевой, иногда оседлый образ жизни. В лесу служит настоящим сторожем, оповещая о появлении чужака резкими криками и шумно перелетая с ветки на ветку. А вот во время гнездования скрытно. Брачный период соек начинается рано весной. Птицы летают небольшими стайками, шумят, поют свои незатейливые песни, набор резких звуков и подражаний другим видам птиц. Ухаживая за самкой, самец сойки подсаживается к ней поближе, топорщит усы, белые перья на боках и брюшке распушает хохолок. Гнездо устраивается не очень высоко на деревьях, чаще в смешанных и лиственных лесах. Делается оно из тонких веток, внутренние стенки из сухих стеблей травянистых растений. Глубокий лоток выслан упругими корешками, травинками и шерстью. Изредка сооружают гнезда в дуплах. К постройке гнезд сойки приступают в марте. В конце апреля появляются полные кладки. 5-8 зеленоватых с буро-серыми пятнами яиц. Насиживание длится 16-17 дней. Первое время после появления птенцов самец выполняет главную роль кормильца. И только когда малыши немного окрепнут, самка тоже подключается к выкармливанию. В июне малыши вылетают из гнезда. После вылета родители кормят птенцов еще 12-14 дней. Питается птица как растительной, так и животной пищей, ягодами, семенами, насекомыми, при случае мелкими грызунами, ящерицами, лягушками, мелкой рыбой. Разоряют гнезда других птиц. В осенне-зимний период можно встретить на кормушках в городских парках. Делает запасы, к примеру, закапывает желуди, тем самым способствуя лесовозобновлению.